Трампа встречают матом. Унижение американского президента на фоне возможного военного вторжения. Кто пошел против США? Антитрамповский тренд в Европе. Последний гвоздь в гроб международного права. Скандалы из-за действий Америки и официальное согласие. Лукашенко отвечает Западу. Вашингтон ставит условия. Европейцев призвали закрыть рты. Ультиматум Белого дома. Срыв переговоров. Трамп диктует Зеленскому свои правила. Сделка Киева и Вашингтона не подписана. Заявление с Банковой. Отменить субсидии гражданам Украины и начать рычать как львы. Резонансное обращение главы Международного валютного фонда к украинцам. Президента отправляют под суд. Повышенная готовность. Предупреждение о конфискации имущества из-за войны с Россией. Немцы готовы к войне, но часто болеют. И искусственный интеллект уничтожает романтику и секс. Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Кроме всего, сегодня у меня есть и личное обращение к вам, дождитесь и, пожалуйста, помогите. А я начинаю. Приговор президенту. Озвучен новый срок. Суд заочно приговорил экс-президента Украины Януковича к 15 годам тюрьмы. Об этом сообщает специализированная антикоррупционная прокуратура Украины. По данным следствия, в 2007 году Янукович, тогда еще премьер-министр Украины, провел ряд махинаций, чтобы заполучить государственные земли, охотничье хозяйство в Киевской области. В САП добавили, что виновным в совершении преступления также признан некий сообщник Януковича. Его имя не называется, однако известно, что подельника уже освободили от наказания из-за истечения срока давности, говорится в заявлении. Отмечу, это уже третий заочный приговор Януковичу. Предыдущие касаются госизмены и организации незаконного пересечения границы и подстрекательстве к дезертирству. Приговором суда экс-президент признан виновным в завладении земельным участком лесного фонда на территории Сухолуцкого сельсовета Киевской области площадью 17,5 гектаров и ориентировочной стоимостью более 22 миллионов гривен. Украинцам надо верить в себя, как во льва, рычать по утрам и отказаться от субсидий. В сети обсуждают странное заявление главы МВФ Кристалины Георгиевой. Она считает, что Украина должна отказаться от субсидий на электроэнергию и отопление, чтобы добиться устойчивого экономического развития в стране и стать европейским экономическим львом. По ее словам, эти субсидии были введены по понятным социальным причинам в условиях войны, однако в долгосрочной перспективе они тормозят экономические реформы и создают нагрузку на бюджет. Отказ от них является частью более широкой программы преобразований. Первым ключевым условием экономического успеха Георгиева назвала завершение всех структурных реформ. Вторым условием она обозначила ускорение процесса вступления Украины в Европейский Союз. По ее словам, интеграция в ЕС станет мощным стимулом для экономики и подтвердит успешность реформ. И уже третьим фактором Георгиева считает уверенность Украины в собственных силах. Она восхитилась украинской стойкостью и призвала верить в себя, как во льва, и рычать. Верьте в себя, как во льва. Так что вставайте утром и рычите. Рррррр. Уверенность, именно уверенность имеет значение. И я говорю вам, это из собственного опыта, болгарского опыта. Это будет нелегко. Но если у вас есть эта уверенность, и вы демонстрируете ее день за днем, если вы отложите в сторону внутренней распри, если навсегда похороните труп коррупции, то, конечно, вы добьетесь успеха. Поиск ресурса на случай войны с Россией, экстренные сообщения и уведомления тысячам жителей. Норвегия готовится к войне. Армия предупредила о возможной конфискации домов и машин. Власти разослали гражданам спецписьма с прямым предупреждением. В случае боевых действий с Россией армия может изъять их жилье, транспорт и имущество. Уведомления действуют 1 год и нужны для того, чтобы военные в случае конфликта получили доступ к ресурсам для обороны страны, пишет The Telegraph. По словам главы военной логистики Андерса Ернберга, Норвегия сейчас находится в самой опасной ситуации со времен Второй мировой войны. Страна срочно усиливает как военную, так и гражданскую готовность. Причина – растущая напряженность в Арктике. Норвегия – ключевой наблюдатель НАТО в регионе, где из-за таяния льдов начинается борьба за новые морские маршруты и природные ресурсы. Политика реквизиции распространяется на транспортные средства, лодки, технику и недвижимость, и около 13 500 подготовительных реквизиций были выданы в понедельник. Они действуют в течение 1 года. Реквизиции предназначены для того, чтобы в ситуации военного времени вооруженные силы имели доступ к ресурсам, необходимым для обороны страны, заявили в норвежских вооруженных силах. Обращение к народу, повышенная готовность. Премьер-министр Гренландии призвал население готовиться к возможному военному вторжению, даже несмотря на то, что такой сценарий остается маловероятным, говорит Нильсен. Мы сказали, что не ожидаем этого, но также говорим, что не можем этого исключить. Потому что, с другой стороны, это не исключают.
Говорят, что есть желание установить владение. И к этому мы, конечно, должны быть готовы, даже если не ожидаем этого на международном уровне. Чья Гренландия? Уже в ближайшие часы этот вопрос будут обсуждать в Швейцарии. Все ждут речи Трампа, того, кто уже, как вы, вероятно, знаете, мысленно возглавил остров и водрузил американский флаг. Фото со страницы Трампа накануне активно обсуждались в сети. При этом друг Трампа, тот, который покорил его во время совместной игры в гольф, речь о президенте Финляндии Стуббе, предлагает сбросить пар. Он не говорит о том, что не надо париться, наоборот, призывает сходить в сауну и после решать территориальные вопросы. У нас еще есть пространство для маневра. В этом и заключается дипломатия. И снова скажу, я финн. Не нужно задирать голову. Иногда полезно замедлиться, пойти в сауну, хорошо попариться и уже потом находить решение. Не так легко предлагает решать вопросы Макрон. Президент срочно сорвался с места и покинул Давос, не дождавшись Трампа. Он вновь приковал к себе внимание внешним видом, в частности очками, которые прикрывают его глаз, слопнувшись сосудом. Макрон заявил, что США пытаются подчинить Европу и создают мир без правил. Ко всему, не стал эмоционально реагировать на то, что Трамп накануне слил в сеть его переписку, в которой французский президент задавал вопросы республиканцу по поводу Гренландии и его действий. Но я считаю, что нам нужно сохранять максимальное спокойствие и твердо стоять на своем. И в частности, в экономической повестке. Продолжать двигаться к большему росту в Европе. Защищать наши интересы, когда правила не соблюдаются. И поддерживать наших датских друзей, когда на них оказывают давление. Именно этого ждут от союзников, от европейцев. Европейцы жалкие, а Трамп – тираннозавр. ЕС необходимо менять тактику. Такое резкое заявление на полях Всемирного экономического форума в Давосе сделал губернатор Калифорнии. Ньюсом резко обратился к европейцам. Этот парень играет с людьми как с дураками, и это позорно. Европейцы считают, что это дипломатия, и что в итоге она сработает. Ну, это такая дипломатия с Дональдом Трампом. Он как тираннозавр. Либо ты с ним спариваешься, либо он тебя сжирает. Одно из двух. Европейцев могут съесть, и если они продолжат идти этим путем, им нужно стоять прямо, твердо и едино. Послушайте, этот разговор надо было вести еще год назад, но его не вели, и теперь вы расплачиваетесь. США также не молчат. Дерзкое послание американцев к Европе. Им необходимо помалкивать. В этом уверен министр финансов США. Он призвал ЕС сделать глубокий вдох. Я всем говорю, успокойтесь, сделайте глубокий вдох, не отвечайте, просто не отвечайте. Президент будет здесь завтра, и он донесет свое послание. Я считаю, что он проведет встречи. И опять же, нужно сохранять открытый ум. Почему такая быстрая реакция в виде категорического «нет»? В то же время датский депутат встречает Трампа матом. В Европарламенте звучит заявление и обращение к США, которое моментально разбирается на цитаты. Мягко говоря, американского президента призвали проваливать. Позвольте выразиться словами, которые вы, возможно, поймете. Господин президент, пошел нахуй. Прошу прощения, коллега. Это противоречит нашим правилам. Как бы вы ни чувствовали и как бы ни реагировал зал, у нас есть четкие правила в отношении ругательств и языка, который недопустим в этом помещении. Друзья, судя по комментариям и по настроениям, многие сейчас, вероятно, поддержат этого депутата из-за тех действий и заявлений, которые делает Трамп. Но опять же, могу ошибаться и понимаю, что американский президент имеет и большую армию избирателей и поклонников. Что вы думаете о том, как прошел первый год Трампа на посту президента? Пожалуйста, оставьте свой комментарий под видео. И, кстати, хочу сказать вам всем спасибо. Сегодня ровно год, как существует канал «Время Прядко». Спасибо вам всем за доверие и за ваш выбор. Будем и дальше вместе, но хочу предостеречь. За год появилось большое количество каналов-клонов. Сейчас они особо активны и используют звуковые заставки, музыку и порой даже название «Время Прядко» или ему созвучные, чтобы сбить вас с толку. Вероятно, вы неоднократно уже попадали на такие каналы. Пишите мне о них или помогите наказать тех, кто паразитирует. Вы можете бросать на такие каналы фальшивки, жалобы или ставить им дизлайки. А я напомню, что у меня есть только один канал, и я всегда в кадре, в своих рубашках, и о которых вы также часто пишете. Что ж, а я продолжаю. Трампа закидывают кепками. Бум на антиамериканские бейсболки в Дании и Гренландии. Участники протестов против присоединения острова к США выходят на митинги в красных бейсболках с надписью «Заставьте Америку уйти». Это пародия на предвыборный слоган Трампа «Сделаем Америку снова великой» и альтернатива аналогичной бейсболке, которую частенько носит президент США. Красные кепки с новым лозунгом придумал владелец магазина винтажной одежды в Копенгагене. Первые партии кепок появились в продаже еще в 2025 году, но тогда их покупали очень вяло. Сейчас, ввиду последних событий, спрос огромен, говорят продавцы.
Сейчас они все распроданы. Это были запасные, которые мы сделали сами, но это оригинальная. Она полностью распродана. Ее раскупили за один день. Потом мы сами напечатали несколько штук для благого дела. Трамп забивает последний гвоздь в гроб международного права. Серьезные опасения вызывает потенциальный состав Трамповского совета мира по Газе, пишет Financial Times. Путин, Лукашенко, Урсула фон дер Ляйен и другие, президент США собрал разношерстную команду для своего исторического и грандиозного усилия, отмечает издание. И западные лидеры оказались, мягко говоря, в неловком положении. Им приходится умиротворять непредсказуемого президента США. Премьер Венгрии Орбан единственный в ЕС, кто подтвердил Трампу, что готов участвовать в Совете мира. Другие лидеры осторожничают, не говорят ни да или нет. Ранее премьер Италии Мелони заявила, что Рим может сыграть ведущую роль в разработке плана мира для Газы, но официального согласия пока не дала, сообщает представитель правительства. В Париже считают, что на данном этапе рано принимать предложение Трампа, а глава Еврокомиссии фон дер Ляйен говорит, далее цитата, «обсуждение по этой теме продолжится в течение недели». Мерц также опасается стать частью этой сделки. Берлин рассчитывал присоединиться к инициативе, сосредоточенной на Газе. Но глобальный мандат Совета, возможные финансовые взносы и роль Трампа как председателя встревожили немецкое правительство, которое десятилетиями полагалось на США в вопросах безопасности. Один инсайдер опасался, что если Трамп реализует план, это станет гвоздем в крышку гроба международного права, каким мы его знаем. Европа обсуждает амбиции Трампа, и большинство лидеров вряд ли подпишется на участие в текущей версии Совета мира, пишет Вашингтон-Пост со ссылкой на европейских чиновников. Интересы к крупным финансовым взносам на организацию, полностью контролируемую видением Трампа нового мирового порядка, мало, отметил чиновник, хотя европейцы остаются привержены финансированию восстановления Газы. А Аарон Дэвид Миллер, бывший дипломат Госдепа, назвал Совет в основном показушным и сомневается в его эффективности на международной арене. Второй, кто официально принял приглашение Трампа, это Лукашенко. Он заявил, что подписал документ о присоединении Беларуси к Совету мира и добавил, вступительные взносы для членства платить не надо. Это его обращение к Западу. Эти больные люди в очередной раз опростоволосились. Просто надо читать документ. Никаких денег не нужно. Но если там вот на 3 года учредитель работает... Срыв переговоров. Трамп диктует Зеленскому свои правила игры. Украинский вопрос на экономическом форуме в Давосе окончательно перешел в разряд второстепенных. Спор вокруг Гренландии отодвинул переговоры США, Украины и Европы по гарантиям безопасности. Подписание соглашения о послевоенном восстановлении Украины стоимостью $800 миллиардов тоже отменено. Об этом пишет Axios. В то же время в материале говорится, что многомиллиардное соглашение еще дорабатывается. Советники президента США прямо заявляют, Трамп сейчас поглощен гренландским вопросом, его особенно воодушевила быстрая победа над Мадуро в Венесуэле. Президент в первую очередь сосредоточен на нашем полушарии, но его взор обращен на весь мир. Я бы не сказал, что он зациклен на мировом господстве. Для него Америка на первом месте. А Америка по-прежнему является мировым лидером, сказал чиновник. Россию официально на форум в Давос не приглашали, однако спецпосланник Путина Дмитриев, который уже находится там, заявил, что попытка сделать Украину главной темой форума не удалась. Также СМИ сообщают, что в Давосе команда Трампа, Уитков и Кушнер встретились с Дмитриевым. Спецпосланник американского президента Стивен Уитков назвал переговоры с спецпредставителем российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым очень позитивными. Зеленский при этом заявил, остался в Киеве из-за обстрелов Украины и чрезвычайной ситуации. При этом назвал условия для встречи с Трампом. На форуме же Киев представляет глава офиса Зеленского Буданов, секретарь СНБО Умеров и нардеп из президентской партии Арахамия. Они также проводят переговоры. Если формат Давоса обеспечит реальные результаты для Украины, Украина будет там представлена. Никому не нужна пустая политика и разговоры без результатов. Надо заниматься ситуацией в стране. Ситуацию в краине. Немцы готовы к войне. Германия мобилизуется. Численность Бундесвера достигла максимума за последние 12 лет. Сейчас, по словам главы Минобороны Писториуса, в вооруженных силах Германии почти 185 тысяч действующих военнослужащих. В Берлине говорят прямо, доверие к армии растет, все больше молодых немцев готовы служить ради безопасности страны, и в 2026 году поток новобранцев может усилиться, предполагает министр. В главном оборонном ведомстве считают, что многие мотивированные мужчины и женщины выберут службу в Бундесвере как в гражданском, так и в военном формате, в рамках новой военной службы или на более длительный срок. У нас лучший результат по набору со времени приостановки всеобщей воинской обязанности. Кроме того, численность действующих войск самая высокая за последние 12 лет.
Немцы слишком много болеют. Канцлер Мерц бьет тревогу. По его словам, работники в Германии проводят на больничном в среднем 14,5 дней в год. Плюс берут короткие медсправки на 1-2 дня. Количество больничных в стране критически завышено и в бизнесе, и в госсекторе, считает Мерц. Далее цитата. «Одной из причин, безусловно, является легкость получения больничного по телефону». Конец цитаты. Немецкие медики признают, что по телефону они не всегда могут достоверно оценить состояние пациента. При этом Мерц отметил, что за свои высказывания на выходных получил очень много поддержки. Отмечу, в Германии узаконили больничные по телефону в 2021 году. Практика, введенная во времена коронавируса, сегодня, считает канцлер, превратилась в системную лазейку. Медицинские страховые компании при этом не согласны с Мерцем. По их данным, в прошлом году немцы часто жаловались на заболевания дыхательных путей, при этом в отношении телефонных больничных нет никаких признаков систематического злоупотребления. В то же время бывший министр здравоохранения Карл Лаутербах, СДПГ, в интервью Tagesspiegel выступил против отмены телефонных больничных. По его мнению, улучшение ситуации с больничными можно добиться за счет профилактической медицины. Раннее выявление, например, гипертонии, повышение налога на табак и другие превентивные меры – вот что работает, а не давление на больных. Искусственный интеллект уничтожает романтику и личную жизнь. На фоне огромной конкуренции американские айтишники массово отказываются от секса и вообще личной жизни, отдавая предпочтение работе. Как пишет Business Insider, молодые специалисты IT все чаще переходят на 12-часовой рабочий день и график с одним выходным в неделю. Особенно помешаны на карьере те, кто трудится в области искусственного интеллекта. Айтишники даже хвастаются монашеским режимом. По их словам, эмоциональная привязка к партнеру скорее минус для масштабирования стартапов, то есть карьерного роста. При этом молодые люди не забрасывают спортзал и признают, если удалось найти вторую половинку до старта бизнеса, это настоящее везение. Друзья, на этом все. Спасибо вам за просмотры, что каждый день со мной. Хорошего вам дня. Не забудьте поддержать меня, пожалуйста, лайком, подпиской, комментарием. До встречи уже завтра.